Начнем с важной новости. Цены на видеокарты в августе 2026 года снова улетели в космос. Теперь, чтобы купить что-то из свежих серий, надо продать почку или попросить денег у родителей на учебу. И это не предел, ожидается дальнейший рост цен на железо. Так что крепитесь, друзья. С вами канал Hard Reset. Поехали! Немного об андервольтинге. Если вы хотите продлить срок службы своей карточки или снизить шум и нагрев, то это надо сделать обязательно. Снижаем напряжение, сохраняем частоту. Легким движением руки уменьшаем напряжение. Получаем меньше потребления электроэнергии, меньше выделения тепла, меньше шума вентиляторов. Долгая и счастливая жизнь вашей видеокарте обеспечена. Ничего при этом не теряете в производительности. Научу вас это делать за 5 минут. Перейдем к реальным показателям на примере RTX 3080. Слева показатели стоковой видеокарты, справа после андервольтинга. Частота кадров практически одинаковая, разница на уровне погрешности. Переходим к энергопотреблению. Видим, что в нашем случае потребление снизилось примерно на 50 Вт. Играя с настройками, я укладывался в лимит 220 Вт. Но это еще не все плюшки. Скорость вентиляторов снизилась практически на 300 оборотов. А это очень ощутимый показатель, особенно для ценителей тишины. Несмотря на то, что обороты вентиляторов снизились, мы также видим снижение температуры графического чипа на 5 градусов. При этом мы снизили напряжение до 775 мВ. Цифры усредненные, но очень показательные. Если вы хотите продлить срок службы своей карточки, чтобы проработала без проблем до конца кризиса, то досмотри видео до конца и научись это делать. Данный гайд подойдет для любой видеокарты. Перейдем к самому главному. Нам понадобится бесплатная программа NSI Afterburner. У меня она с таким интерфейсом, который вы сейчас видите, у вас может немного отличаться. Суть это не меняет, кнопки должны быть одинаковые. Нажав на кнопку Curve Editor, переходим к редактированию кривой напряжения. Видим саму кривую. По оси X у нас напряжение, по оси Y частота графического процессора. Нам надо выбрать точку с меньшим напряжением и поднять ее выше, чтобы увеличить частоту ядра при выбранном нами пониженном напряжении. В нашем примере начнем с 800 мВ. Вы можете начать с более высокого напряжения 850 или 900. Сейчас при 800 мВ частота ядра 1515 МГц. Выделим точку левой кнопкой мыши и перетащим вверх. Высоту можно редактировать кнопками вверх-вниз на клавиатуре для точности. Поднимем значение частоты ядра до 1750. После этого нам необходимо, зажав клавишу Shift, выделить нашу выбранную точку и все точки, последующие за ней справа. Выделяем левой кнопкой мыши. Выделив все точки и, не отпуская клавишу Shift, нажимаем клавишу Enter 2 раза. После этого все точки справа будут в одной линии с той, которую мы редактировали. Затем немного подтягиваем точки слева, чтобы не было резких перепадов кривой. И закрываем это окно. Настройки применены. Далее в главном окне программы необходимо нажать кнопку «Принять» и настройки применятся к графическому процессору. Дальше нам надо протестировать наши настройки. Запускаем игру и тестируем минут 5. Если все прошло без вылетов и артефактов, то можем повторить процесс с кривой, выбрав более низкое напряжение, или можно попробовать взять более высокие частоты. Когда вы примете решение, что закончили настраивать кривую и результаты вас устраивают, желательно перейти к настройкам памяти. На экране видите ползунок с главного окна программы, который отвечает за разгон памяти. Планомерно, добавляя по 100 или 50, сохраняем и каждый раз тестируем. Я сразу добавил 500 и сохранил, потому что ранее тестировал с такими настройками и все работало отлично. Далее нам надо сохранить этот пресет. Нажимаем иконку «Сохранить», показанную на экране. А затем в слоте профилей нажимаем любую понравившуюся цифру. Последний штрих – настраиваем запуск наших настроек при старте операционной системы. Активируем кнопку, показанную на экране. Настройка закончена. Спасибо за просмотр. Поставь лайк и подпишись, если понравилось. Если не понравилось, напиши в комментариях, почему.